Всем привет! Вы на канале Безорус. Сегодня я вас научу очень крутому трюку под названием Spider Spin. Для изучения Spider Spin вы обязательно должны уметь делать Thumb-Around и Fingerless Thumb-Around. Видеоуроки на эти трюки есть на нашем канале. Также перед изучением трюка сделайте разминку и растяжку пальцев. Особое внимание уделите растяжке мизинца. Видео про растяжку и разминку пальцев также есть на нашем канале. Сначала сделайте жест Spider-Man. Разверните руку в положение Palm Up. Согните средний и безымянный пальцы, указательный и мизинец выпрямьте. Если у вас мизинец не до конца выпрямляется, значит, нужно еще уделить время на его растяжку. Начальная позиция трюка такая же, как и при выполнении Thumb-Around. Положите ручку на указательный и средний палец так, чтобы основная часть ручки смотрела вниз. Придерживайте ручку большим пальцем. Теперь можно учиться заходить на Spider Spin. Я буду показывать вариант с толчком от среднего пальца, но также толчок можно делать и другими пальцами. Сделайте Thumb-Around. Когда толкаете средним пальцем ручку, вместе с ним согните безымянный палец. Тем самым вы уже подготавливаете площадь для вращения ручки. Когда ручка сделает практически полный оборот вокруг большого пальца, разверните руку в положение Palm Up. Большой палец в этот момент отведите в сторону. Таким образом, ручка попадает на средний и безымянный пальцы, где сможет закрутиться. Важно, чтобы указательный палец и мизинец были полностью выпрямлены. Так они не будут мешать вращению ручки. Потратьте время на изучение этого движения. Вы должны научиться чувствовать тот момент, когда нужно разворачивать руку в положение Palm Up и привыкнуть к положению пальцев. Когда стабильно научитесь делать полоборота на среднем и безымянном пальцах, можете приступать к изучению следующего этапа. Теперь самый сложный этап в изучении. Учимся после Spider Spin закручивать ручку на Fingerless Thumb-Around. Когда вы закрутили ручку на средний и безымянный пальцы, вы должны сделать два следующих этапа. Сделать движение рукой в виде обратной буквы S и привести большой палец к среднему пальцу таким образом, чтобы подтолкнуть ручку выше ее середины. И когда вы приводите большой палец к среднему пальцу, в этот момент совсем немного разверните руку в положение Palm Side. Вот как выглядит это движение без ручки. Для лучшего понимания сначала помогите себе второй рукой. Медленно сделайте трюк от начала и до конца. Важно понимать один момент. В начальной и финальной позиции ручка должна быть перевернутой в другую сторону. Вот для наглядности Spider Spin на разноцветной ручке. Зеленая сторона в начальной позиции смотрит вниз, а оранжевая сторона смотрит вверх. Когда вы сделали трюк, оранжевая сторона теперь смотрит вниз, а зеленая вверх. Вот неправильное выполнение Spider Spin, когда положение сторон в начальной и финальной позиции не меняется. Так делать не нужно. Когда вы научитесь делать Spider Spin, вы станете крутым пенспиннером. Но как стать еще круче? Правильно, научиться делать его несколько раз подряд. Методика изучения такая же. Отличие только в том, что все последующие закручивания на средний и безымянный палец будут выполняться при помощи Fingerless Thumb-Around. Spider Spin заканчивается Fingerless Thumb-Around. Когда ручка сделает практически полный оборот вокруг большого пальца, снова разверните руку в положение Palm Up. Ручка закрутится на среднем и безымянном пальце. Затем, после закручивания ручки на полоборота на среднем и безымянном пальцах, делаем движение рукой в виде обратной буквы S. Приводим большой палец к среднему пальцу и слегка разворачиваем руку в положение Palm Side. В таком ключе происходит изучение 3 Spider Spin, 4, 5 и так далее. Важные моменты. Первое. Движение рукой не должно быть слишком сильным, иначе ручка будет просто улетать.
и не отсутствовать вовсе, так как не получится ее контролировать. Второе. Пальцы всегда остаются в одном и том же положении, кроме большого. Третье. На каждом спайдер-спин стороны ручки меняются местами. Будьте готовы к тому, что ручка будет много падать, поскольку трюк действительно очень непростой. Но будьте уверены, что то время и усилия, потраченные на изучение, не напрасны, ведь трюк очень круто и эффектно выглядит. Не сдавайтесь, терпеливо тренируйтесь, и у вас обязательно все получится. До встречи в следующем видео.